Куда пропал Вадим Олейников? Почему меня сейчас нигде не видно, не слышно? Неужели карьера большого спортсмена неизбежно заканчивается травмой? К огромному сожалению, Заур Файзулаев травмирован. В какой форме на данный момент Григорий Гераськин? И можно ли победить соперника на 50 килограммов? Тяжелее себя. Друзья, внимание, сейчас борется спортсмен 62 килограмма против 110. Спонсор выпуска – компания «Силаруков», продукцией которой уже давно пользуются известные спортсмены. Резиновые петли, тренажеры для предплечий, ручки для армрестлинга на любой вкус, ручки на лямках, ручка с двумя насадками, цилиндр и конус, блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. У ребят есть сайт и группа ВКонтакте. Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Друзья, в эти выходные я был приглашен в бар Бирхаус, где проходил турнир по армрестлингу. Меня интересовал конкретный спортсмен. Призер чеченского турнира Григорий Гераськин. Форма Гераськина просто поражает. Он растет прямо на глазах. В категории 90 килограммов ему никто так и не смог составить конкуренцию. Интересно, какие планы у Григория? На каких соревнованиях мы его увидим в ближайшем будущем? Если в Омске будет все хорошо, то в приоритете АМС. Вот, а Россия там дней через 10 после АМС. Не знаю, что от меня останется, если так часто буду выступать. Ну, короче, все будет от Омска зависеть. Но помимо Григория Гераськина, на этом турнире меня поразил еще один спортсмен, который, будучи легче соперников на 50 килограммов, уносил их со старта. Как зовут этого парня? И почему ему это так легко удавалось, мы обязательно расскажем вам чуть позже. А сейчас давайте немного помучаем вопросами Вадима Олейникова. Руслан, привет! Я еще раз прошу прощения, что я задержал с видео. Ну, у меня несколько телефонов, и тот старый как раз я редко беру. Так, сейчас у меня появилось время, все свободно. Сразу могу сказать, почему меня сейчас нигде не видно, не слышно. После всех турниров я взял себя наконец-то в руки и начал тренироваться. Ответим на вопросы. Вадим, в прошлом интервью мы от тебя услышали, что ты не готовился к турниру АМС в Чечне и приехал просто проверить свои силы, но выступил неплохо, попав в тройку. На следующий турнир ты уже готовился основательно и доволен ли результатом? Что я могу сказать? На самом деле все 3 турнира я толком вообще не готовился. Да, на первый самый турнир я вообще абсолютно поехал пустой. Ну, получилось удачно выступить, конечно, я замотивирован был, приехал домой. Наверное, меня хватило на 2 недели подготовки. Но опять же, после всех моментов с переносами турниров топ-8, мне с трудом верилось, что этот турнир будет стабилен. И как раз был летний период, где у меня очень много работы. И, конечно, я в приоритет поставил работу. А так как у меня работа связана с заготовкой леса, углем, у меня нет возможности абсолютно никакой тренироваться. До ближайшего тренажерного зала 80 километров. А тренироваться дома с гантелями, ну, это не мое. И поэтому следующие турниры я тоже ездил, ну, реально пустой. Редко, да, когда я попадал в Волгоград, я делал какие-то легкие там тренировки, либо приезжал на спарринги, но это раз в 3 недели и все. Планируешь ли ехать в Красноярск на очередной турнир? Нет, я для себя решил, я пообщался со всеми знакомыми, также с тренером Иваном Доброрезовым. Приняли решение, что надо сначала сделать форму. То есть я хорошо прибавил в весе, я вешу 98 килограмм. Уже понятно, что все, в категории 85 меня точно не будет. Но чтобы бороться на АМС, в категории 95, туда реально нужно готовиться. И 2-3 месяцев подготовки
с той формы, которая у меня была, сделать хорошую форму, ну, точно не получится. Поэтому красноярский турнир я пропускаю, но, скорее всего, я выступлю на России. А если летом будет турнир, то, конечно, я уже там выступлю и буду уже в хорошей форме, чтобы не было никаких оправданий, ну и мне самому было комфортно. План тренировок остался тот же или ты что-то поменял? В тренировках сейчас поменено практически все основательно, но именно на этом этапе подготовки, который у меня сейчас. Сейчас очень много я добавил базы, базы армрестлинга. То есть я не делаю приседаний, редко, делаю становую. То есть это плечи, это спина. Я очень хорошо над этим начал работать, потому что если я хочу выступать в более тяжелой категории с хорошей формой, то в любом случае надо сначала создать силовую базу и только потом переходить к специализации. Если бы поступило предложение от Энгинов о твоем участии в армфайте с кем-то, и тебя устроили условия, ты по-прежнему готов бороться с любым, как и утверждал ранее? Да, конечно, конечно. Почему нет? Я готов бороться абсолютно с любым. Мы ради этого и тренируемся. Есть, конечно, люди, которые тренируются просто, но им тоже огромный респект. Армрестлинг — это интересный вид спорта, но я другой. То есть мне интересно заниматься, я в любом случае сейчас уже повзрослел, конечно, финансовая часть меня тоже интересует. Я готов к любым предложениям. С кем за столом ждать тебя в ближайшем будущем и где? В ближайшем будущем сейчас 3-5 марта я выступлю на чемпионате Южного федерального округа в Ростове. Проверим промежуточную форму. Затем на чемпионате России. А дальше пока точно я не могу сказать. Все будет видно, все по факту. С кем ты сам хотел бы в скором будущем побороться? Определенных лиц, с кем побороться, я не могу назвать. Сейчас то, что я сильно сбавил в форме, я даже сейчас не могу сказать, на каких силовых показателях сейчас я нахожусь. И с кем я могу реально конкурировать, кого я могу выиграть, а до кого мне еще далеко. Я думаю, только осенью будет уже реально понятно. Поэтому да, я готов бороться с любым, как я и говорил, но сейчас я не могу прям газовать. Как ты думаешь, Заур Пайзулаев на данный момент серьезный противник Ливану? Если такой поединок организует, будет ли борьба или Ливан выиграет в одну калитку? К сожалению, опять же, вопросы были составлены эти уже давно, я задержался с ответом. К огромному сожалению, Заур Пайзулаев травмирован. Но я считаю, что Заур смог бы дать. По крайней мере, первые 2 раунда Заур бы точно дал очень хороший бой. Дальше уже я не знаю. В этом году состоится чемпионат мира в Казахстане. Мы увидим тебя там. Я не знаю. Самый главный вопрос, состоится ли он, это очень большой вопрос. А можем меня там увидеть или нет, это покажет чемпионат России. Я хочу там выступить. Я на чемпионате России, именно на взрослом чемпионате России, никогда сам лично не выступал. После того, как я закончил карьеру по молодежке, на чемпионатах России я не присутствовал. Я считаю, что там очень-очень сильный состав, но я постараюсь подготовиться. С 13 по 14 февраля состоится чемпионат России по пара-армрестлингу среди инвалидов. Что бы ты пожелал ребятам и как в целом относишься к пара-армрестлингу? Я еще раз извиняюсь, уже чемпионат России прошел. Как я отношусь к пара-армрестлингу? Да, пара-армрестлеры — это великие люди. Они, несмотря ни на что, они готовятся. Они и все радуются своим победам. Но им вся подготовка, начиная от
самых элементарных тренировочных будней до поездки на сами соревнования и там передвижения на самих соревнованиях, это тяжелый путь. Это намного сложнее, чем путь обычного человека. Поэтому это мой респект, уважение, поклон таким людям. Они дают большую мотивацию всем остальным. Топ-5 девушек армрестлеров и топ-5 мужчин. Я не так сильно слежу за миром армрестлинга среди девушек. Для меня есть топ-1. Моя ученица Элина Митришева. И все. На остальных я не обращаю внимания. А топ-5, ну, конечно, это Ливан Сагинашвили. Мне очень нравится Артем Морозов, Эрмес Гаспарини. Ну и, наверное, сейчас я могу отметить это Ибрагим Сагов. И самый главный из всех это Пайсангул Салтыханов. Это для меня самый крутой армрестлер. Друзья, я обращаюсь к вам с просьбой помочь мне финансово организовать турнир по армрестлингу, где я планирую провести поединки среди спортсменов-инвалидов. Главным поединком вечера планируется поединок между мной и Виктором Гладилиным. Финансовые средства нужны для оплаты проезда, наградной атрибутики, питания и проживания спортсменов. Если вы хотите поучаствовать в добром деле или поддержать мой канал и меня как автора, вы можете перечислить любую сумму по номеру телефона, который привязан к карте. 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. Ну что, настало время нам вернуться в московский бар Beer House и узнать имя того парня, что своим молниеносным движением укладывал тяжеловесов. Его зовут Михаил Товмасян. Он является мастером спорта международного класса. Давайте посмотрим, сможет ли он повторить еще раз это. Давайте поддержим наших спортсменов. Молодой человек, он первый раз, а он в СМК нельзя выиграть. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Если понравился ролик, пишите свое мнение в комментариях. И не забудьте поделиться этим видео у себя на страничке. Это важно. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинатуллин Руслан.